Привет, друзья! С вами Саныч, и сегодня хочу показать, как определить, в каком из цилиндров есть проблема с шатунными вкладышами, где есть люфт, так званый стук. Чтобы определить, в каком цилиндре есть вот этот люфт шатунный, для этого не обязательно снимать поддон или же боковые крышки, чтобы увидеть тот или иной шатун. Конечно же, если уже в процессе определиться, где этот стук и нужно его ремонтировать, в любом случае вам придется снимать этот поддон, крышки, разбирать двигатель, головку снимать, это понятное дело. Но для начала определить хотя бы, где он, в каком цилиндре и какая его степень, какой хотя бы приблизительно эта выработка, то всего лишь нужно открутить свечи и проделать одну процедуру. Но для того, чтобы вы понимали, о чем идет речь, я сейчас продемонстрирую работу мотоцикла Triumph, на котором и есть вот этот стук, и на примере которого мы будем определять его. Это Triumph Speed Triple. Смотрите. Почему так случается, что застучал движок? Дело в том, что многие начинающие мотоциклисты, покупая свой первый мотоцикл, а я говорю о современных мотоциклах, о спортбайках, о стритах, начинают давать ему сразу под хвост. Ездят, катаются и при этом забывают смотреть за уровнем масла в двигателе. И когда масло опускается ниже минимальной отметки, начинается у мотоцикла масляное голодание. При этом они дальше продолжают ездить и не замечают этого. И когда, допустим, шатун, нижняя часть шатуна, где установлены вкладыши, на коленвале это все крутится. Когда мотоциклист наваливает, и происходит, скажем так, в этот момент идет масляное голодание, потому что нету того уровня масла. И нету того давления, скажем так. К тому же идет перегрев. Эти вкладыши начинают закусывать с шейкой коленвала. Начинается такой механизм проворачивания. Вкладыши начинают проворачиваться со своих замков, где они установлены четко. Они проворачиваются и начинают крутиться на шатуне, на коленвале, тем самым они начинают крошиться. И появляется вот этот люфт на шатуне. Все, и таким образом появляется такой звук. В моем случае у этого мотоцикла 3 цилиндра, соответственно 3 свечных шахты. Свечи я повыкручивал. Дальше нужна такая вот тоненькая длинная отверточка. И что ж, вставляем туда в цилиндр. Все, я чувствую, что коснулся поршня. Теперь нам нужно довести до верхней мертвой точки. Доводим. Вот видите. Все есть. Теперь буквально сантиметр один опускаем вниз. Вот видите, опускается. Все. Что дальше нужно сделать? Просто-напросто отверткой надавливать на поршень. И если в этот момент отвертка провалится на каких-то пару миллиметров вниз, значит в этом цилиндре и есть выработка на вкладышах. Что ж, я надавливаю. Ничего не происходит. Здесь этой выработки нет. В третьем цилиндре точно так же ищу поршень, довожу его до верхней мертвой точки, опускаю буквально вниз на 1 сантиметр и нажимаю на отвертку. Ничего не происходит, вы видите. Так, ну и теперь остался первый. Так.
Так, ищу поршень. Довожу его до верхней мертвой точки. Еще сантиметр вниз. И буквально все. Теперь надавливаю на отвертку. Соответственно, и на поршень давлю. Так, теперь замечайте. Все. Видите, отвертка провалилась. Соответственно, здесь этот люфт есть. То есть биение. Так, еще разочек покажу. Так, верхняя мертвая. Все, поршень пошел вниз. Теперь нажимаю. Так, еще прокручу коленвал вниз до того уровня, вот чтобы были вот эти две точки по вот так по бортику. Так, теперь нажимаю. Провалились, видите? Вот в первом цилиндре и есть та самая выработка. Вот так вот совсем несложно определить, в каком цилиндре есть тот самый стук. Главное добраться до шахт свечных и открутить с правой стороны окошко смотровое на коленвал, чтобы можно было крутить. И все. А с вами был Саныч. Берегите себя. Пока.